И еще одна тенденция, обычно что случается, это когда мы встречаем кого-то такого, кто вот дает нам вот это ощущение того, что нам нужно, да, эти слова, эти песни, это восхваление и так далее. Мы пытаемся у нас есть тенденция как бы захватить этого человека, владеть им, чтобы он никуда от нас не делся, чтобы он нас не бросил, да, и мы превращаемся в раба этого человека, мы не хотим его расстроить, мы не хотим, чтобы он разозлился, чтобы он ушел, потому что мы знаем, что он уйдет, нам придется сидеть неделю возле телефона и ждать, пока он вернется, или же и нам придется извиняться и так далее, и мы превращаемся в раба, мы превращаемся в эту женщину или этого мужчину, о которого вытирает ноги его партнер. И это очень опасно, потому что это уже свидетельствует о том, что началась вторая стадия. Вторая стадия – это когда вас сносят с этого пьедестала, на который вас сначала поставили, сделали вас от этого ощущения зависимым, вам это надо теперь как воздух, как вода, как пища, и потом у вас это забирают. И от уровня вашей важности в жизни этого нарцисса вас могут опустить очень быстро, или же вас будут опускать маленькими шажками. И еще подумайте об этом, зачем человек начинает вас хвалить, зачем он начинает вас превозносить и уже чрезмерно, да, то есть я не говорю, опять-таки, я не говорю о комплиментах и искренних комплиментах, я говорю о лести, потому что он ожидает от вас того же самого в обмен. То есть, если он вас хвалит, вы начинаете хвалить его. Если он вами восхищается, вы, естественно, начнете восхищаться этим человеком, потому что вы уже попали, вы восхищаетесь им только потому, что вам с ним хорошо. И вы уже не видите, вы трезво не смотрите на вещи, на события и на жизнь. А ему только этого и надо, потому что, помните, как мы говорили в предыдущем видео, у этого человека абсолютно заниженная самооценка. У них самооценка настолько низкая, ниже плинтуса. И вот эта ваша похвала как бы помогает им подняться, даже в собственных глазах подняться и чувствовать себя хорошо. Поэтому он вам дает, ожидая того же возврата. Он ожидает такой же лести, хотя когда это будет исходить из вашего рта, он не будет считать, что это лесть, он будет считать, что это правда. И вы им восхищаетесь, и вы его превозносите. И чем выше вы будете его превозносить, чем красноречивее вы будете им восхищаться, тем дольше он с вами останется. Только попробуйте забрать эту лесть. У меня был случай, когда случилась травма, случилась трагедия, да, и у меня не было времени превозносить и восхвалять и восхищаться моего партнера в тот момент. И все мое время было сконцентрировано на заботе о себе и лечении и так далее, и физической боли, и у меня не было настроения, ни желания никого другого превозносить. Единственное, о чем я думала и мечтала, это как бы мне быстрее поправиться, да. И я перестала это делать, и в конечном, и как бы я даже стала ожидать от моего партнера помощи, поддержки, пока вот я прохожу через это сложное состояние, да, лечения и боли, и после травмы и так далее. И этого не было. Этого не было, потому что как только я перекрыла кран лести, этот человек уже отдалился и начал искать этот ресурс у кого-то другого. И у него была зависимость от моего восхищения. Оно ему надо. И очень часто может случиться так, что даже если вы расстались с вашим партнером в будущем, да, когда вы уже прошли через все круги ада, и вы расстались, он все равно будет к вам возвращаться, он будет проверять, есть ли еще вход к вам, может ли он к вам еще подобраться. Даже если он в отношениях с другим человеком, с другой девушкой, да, эта девушка, может быть, не дает ему столько
столько восхищения, сколько давали вы, он все равно будет к вам возвращаться, иногда там раз в месяц позвонить и проверить, как ты это. И однажды этот партнер мне сказал, что почему ты меня не любишь так, как ты любила меня раньше? Я хочу той любви, мне нужна та любовь. И в тот момент мне стало понятно, что к чему. Поэтому я хочу делиться с вами, и исходя из собственного опыта, у меня было очень много отношений с нарциссами, и включая супругов, и друзей, и бойфренд, и это может быть также и босс, это может быть коллега по работе, это может быть друг или подруга, это может быть родитель, это может быть ребенок, о чем мы будем говорить в следующих видео, что, кстати, очень опасно, и вырастить ребенка нарцисса, да? И почему дети вырастают нарциссами или codependent personalities, зависимыми персонами. И это очень важно понять. И вернемся к началу разговора. Когда вы только начинаете отношения, и вы видите вот эту лесть, вот эту неприкрытую воспевание каких-то ваших положительных качеств, и вы знаете, что эти качества как бы в принципе норма. То есть для вас это норма, для вас норма быть доброй, заботливой, отзывчивой и уделять внимание человеку, которого вам нравится. А вас за это хвалят, и какая вы красивая. Особенно, например, если он знает ваши комплексы, да, то есть, например, лишний вес или еще что-то, и он все равно вас хвалит, и тебе ни в коем случае нельзя худеть, какая ты прекрасная, какая у тебя там мягкая кожа и так далее и тому подобное, и вы начинаете думать, я думаю, что мне все-таки надо немножко похудеть, да, то есть опять-таки зависит от вашей самооценки, если у вас слишком заниженная самооценка, вы будете хотеть похудеть даже тогда, когда вам не надо похудеть, но если вы себе не верите собственному отражению в зеркале, собственному мнению о самой себе, вы начнете верить ему. И веря ему, вы начнете давать ему то, чего он от вас хочет. То есть он от вас хочет чего? Восхищение, внимание, он хочет всего вашего времени, он не хочет, чтобы вы были счастливы, он не хочет, чтобы у вас было много друзей, у вас была активная социальная жизнь, он не хочет, чтобы вы были успешны в бизнесе, опять-таки повторяюсь, и произойдет так, что вы в конце концов начнете отдаляться от ваших друзей, что вы начнете не успевать в институте, вы начнете, например, в бизнесе страдать, ваш бизнес начнет страдать и так далее. Это очень опасно. Так что первый шаг распознания нарцисса – это увидеть вот это лесть или комплименты, увидеть разницу, это очень важно. И если вы все-таки видите вот эту лесть, да, и вы видите, что вам это приятно, и он продолжает это делать, соберите все свои силы и уходите, потому что в будущем будет намного хуже, и избавиться от этого в будущем будет намного сложнее. Это так же, как наркоман, попробовав первый раз, еще может бросить, а попробовав 25 раз или 30, уже бросить намного сложнее. Пожалуйста, делитесь моим видео с теми, с кем вы думаете, это может пригодиться и помочь. Я буду очень рада делиться с вами своими мыслями, своим опытом и примерами из моей жизни и из жизни людей, с которыми я работаю. И я с удовольствием буду с вами, я с удовольствием помогу вам разобраться, если у вас есть такая проблема, отношения с нарциссами, я помогу вам разобраться, как от нее избавиться, как избавиться от этих отношений, как очистить себя, как вернуть себя к норме.
На моем веб-сайте есть страничка, где вы можете задать вопрос. Пожалуйста, задавайте вопрос в развернутом виде, то есть опишите ситуацию и задайте вопрос. Не просто так, почему нарцисс делает это и это, да, а опишите вашу конкретную ситуацию и задайте вопрос. И мне будет легче разобраться, откуда этот вопрос пришел, что он значит и что реально вас интересует. И это поможет мне дать более развернутый ответ. Как увидеть и распознать это, и какие шаги предпринять? Я посоветую вам проанализировать ваши прошлые отношения, да, и заметить, была ли у вас тенденция, что вы хотели серьезных отношений с этим человеком быстро. То есть, как только вы начали получать вот этот supply, вот это восхищение, эту лесть, и вам уже не хочется его потерять, вы боитесь потерять этого человека, потому что вам с ним очень-очень хорошо, и вы начинаете быстро уже входить в такие серьезные отношения, уже вы начинаете хотеть, чтобы он был вашим парнем или бойфрендом, или же уже вы начинаете быстро друг к другу переезжать и вместе жить и так далее. Дайте время. Всегда, когда начинается что-то новое, дайте этому время развиться, потому что настоящее лицо вылезет рано или поздно. И когда вы... Это даже как бы способ заботы о самой себе, о самом себе, способ заботы. Не пускать в свой внутренний мир быстро людей, которых вы как бы еще и не знаете. То есть, например, вам, да, действительно очень приятно с этим человеком, у вас хорошее времяпровождение, вы имеете фан, вы ходите туда-сюда, у вас какие-то появляются общие знакомые, друзья и так далее. И все равно я не говорю, что вы должны быть там холодны и далеки, я говорю, что дайте этому время развиться, посмотрите, дайте этому месяц, не 2 дня, не неделю, а дайте месяц, пару месяцев, посмотреть, как этот человек будет продолжать с вами отношения, как он будет себя вести, что он будет вам говорить. Потому что если это реально нарцисс, и он увидит от вас это как бы не противостояние, а как бы то, что вы вот не кидаетесь, не прыгаете в эти отношения быстро, да, он или же станет вас толкать к этому, давай вместе будем жить, давай попробуем пожить вместе, давай поедем в отпуск вместе и так далее. Не делайте этого, потому что если это ваш человек, вы по концовке все равно будете вместе жить и будете ездить в отпуска и наслаждаться компанией друг друга. Но если это нарцисс, у вас есть уже тенденция, предрасположенность впасть в зависимость от этого, да, и вы очень быстро попадаетесь на эту удочку. Поэтому мой совет, и я вам хочу сказать, что я не психотерапевт, я не психолог, я делюсь только своим опытом и опытом своих знакомых и людей, с которыми я работаю. И в основном это как бы одна из главных тенденций, что мы быстро впадаем в эти отношения. Мы очень хотим этого, поэтому мы хотим завоевать это и заиметь это любыми способами. И мы сдаем свои позиции очень быстро, мы переезжаем, мы уже хотим строить дома, покупать квартиры вместе, мы очень быстро начинаем беременеть в некоторых случаях, чтобы только не потерять этого человека. И это может быть вашей большой-большой ошибкой. Берегите себя, любите себя в первую очередь. Любите свой внутренний мир, свое тело, свою душу. Не позволяйте никому войти и вытирать ноги. И первый красный флаг — это лесть.